Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Все новое– это хорошо забытое старое. А если это старое, немного замаскировать, поменять только одну деталь, то не сразу и сообразишь, где собака зарыта. Есть у меня несколько кусочков мебельной ткани. Хочется как-то красиво их соединить, чтобы было не просто так, а со значением. Для начала определимся с размерами. Мне очень повезло, что смогла нарезать квадраты 25 на 25 сантиметров. Нам надо собрать вместе 4 квадрата. Определимся с раскладкой, а уже затем приступим к соединению деталей. Ткани у нас плотные, мебельные. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Никаких промежутков между деталями не делаем. Закрепки обязательны. И в дальнейшем мы будем резать заготовки, поэтому строчку делайте мелкой и крепкой. Отшитые детали разворачиваем, припуски расправляем и закрепляем их машинной строчкой. В результате, сами видите, 4 квадрата соединены нитками шва. И нам остается только сделать горизонтальное соединение. Детали также прошиваем, разворачиваем и отстрачиваем швы. Шили мы, шили и, наконец, дошили. А вот теперь будем резать. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько тканей загубил. От середины откладываем по 8 сантиметров и проводим перпендикуляры. Затем разрезаем заготовку на 9 частей. А дальше уже ловкость рук и никакого мошенничества. Легким движением руки мы просто перекладываем, меняем местами несколько деталей. И перед нами очень интересная путанка. Думаю, что знатоки пэтчворка сейчас уже пишут в комментариях: ну и что? Мы давно знаем этот блок. Но не все так просто. Мы стреляные воробьи. Нас на мякине не проведешь. Делаем хитрый финт ушами. Вот он наш туз из рукава. Убираем серединку и заменяем ее кусочком целой ткани. И картина мира уже меняется. А нам остается только сшить, соединить вместе эти 9 деталей. Технологию этой работы уже показывала не раз, поэтому просто смотрите.
Знаю, что многим нравится наблюдать за работой швейной машинки. Когда соединили вместе детали первой и второй колонки, пришиваем детали и третьей колонки. Все 9 деталей на месте. Между собой держатся на соединительных швах. Остается только прошить по горизонтали. Получилось очень интересное, лоскутное, запутанное полотно. Эх, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Гулять так гулять. Сошьем еще одну заготовку. А 2 заготовки – это шикарная подушка. Складываем их вместе, лицом к лицу, и прошиваем по периметру. Дальнейшая работа всем понятна. Заготовку выворачиваем, вставляем внутрь подушечку и зашиваем оставшиеся отверстия. И получается у нас красота, при том, что не сразу и сообразишь, как именно ее шили. Вот в чем прелесть лоскутного шитья. Думаете только в том, чтобы сэкономить лишнюю копеечку? А вот и нет. Интересно разгадать головоломку, как это все сшить, соединить самым красивым и рациональным способом. Такие вот логические, математические задачи. Конечно, у меня остались 2 детали. С ними тоже можно придумать интересные комбинации. Но это уже совсем другая история. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на этот канал и на все мои соцсети, чтобы не потеряться в нашем переменчивом мире. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!